Гуся, посмотри, это идеальная дебетовая карта Тинькофф Black, господа. Она создана для ежедневных покупок и, более того, является одной из самых удобных банковских карт на рынке. 6% годовых на остаток по счету, 1% кэшбэка вообще со всех покупок, 5% кэшбэка на выбранные категории, до 30% у различных партнеров, среди них есть и электроника типа Связной, Sony, Технопарк. Можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, бесплатно переводить деньги в рамках лимита, а также доставка самой карты в удобное для вас место и время также бесплатно. Совершите любую первую покупку от 1000 рублей и 500 рублей вам вернется обратно на счет. Причем это живые деньги, их можно потом даже снять в банкомате. То есть вы можете купить вообще все, что угодно. Можете заправиться на заправке на 1000 рублей, можете накупить продуктов, можете купить даже гуся. И 500 рублей действительно живых прилетит на счет. Все ссылочки и подробности по карте Тинькофф Black, а также по этому предложению будут в описании под этим видео. А нам с дружком пора идти строить КамАЗ. Здравствуйте, господа! Давай пооправдываемся вначале-то, да? Мы поднимем лояльность, да? Почему? Значит, мы в прошлой серии просто обещали первый выезд, да? Все помнят, что в прошлой серии мы обещали в этой серии первый выезд. И мы могли так сделать, вообще никаких проблем. Но тогда серия выйдет недельки через 3. А мы подумали, зачем томить людей вот этим ожиданием, когда все спрашивают, где КамАЗ, что происходит, как дела. И мы сегодня покажем вам, что с КамАЗом, что происходит и как дела. И сегодня будет серия максимально приближенная к первому выезду, но все-таки техническая. Тем более в серии про Бентли я тоже так говорил, да, мы через 15 минут уже по Крестовскому валили. Как знать, господа, все может быть. Но вначале начнем с простого. Это кардан и выхлоп, потому что здесь тоже нужно делать выхлоп, вы не поверите. Так, после кабины с карданом мне с детства хотелось просверлить колесо, если честно. С детства. Давайте шашечку поверху. Козлина вылезет. Реально просверлил на вылет колесо шашечку. Ну, да. В общем, парни делают, а я стараюсь ломать хотя бы не с той скоростью, с которой они делают, чтобы они успевали по кругу это все замкнуть. Нам остается на самом деле сейчас что? То, что в прошлой серии у нас не получилось, натянуть кабину на двигатель. И здесь применен лайфхак. У кабины сначала просто вырезали весь низ, потом ее одели на мотор, потом сняли с мотора, и теперь будем заново по рулетке и картонкам, которые составили, делать новые полы в кабине, так, чтобы они облегали двигатель. Маленький успех этого момента – это в том, что кабина… Маленький успех этого момента – это предтеча огромного успеха, потому что кабина уже не просто сидит на своем месте, это уже и работающие замки кабины, то есть все полностью, она в своих посадочных местах. Ее можно замки отстегнуть, поднять, опустить, работают торсионы, они даже настроены. Все получается идеально. Да, у нас в кузове в кабине огромная черепаха, так называемая, это у буханок так называют капот, по сути, он же теперь внутри кабины. Но, тем не менее, водитель поместится, пассажир поместится. Потом мы берем вот это вот вообще штатное.
Оно раньше там вот там вот на двигателе была турбо, а теперь оно же просто вот и встало. А вот там наверху будет фильтр красный, который вот перед вами сидит. Но это, наверное, все-таки по чуть укоротим, немного скотчиком мотанем, и все поедет. То есть, та штука, которую по-прежнему никто не верит, что это все встанет и поедет, оно пока встает и едет. А там стоит стоковый КамАЗ. Нам бы, по идее, ночью с него мосты взять так аккуратно и сюда вкатить. Потому что эти вот колеса на клиньях, да, мы читаем комментарии, мы знаем, что все это разлетится. Но это шоу, если оно не разлетится, шоу не будет. Поэтому мы должны просто показать, что эти вот мосты на клиньях, вот эти диски, это полное фуфло. Первый выезд, погрузим его на Эвик, что, довезем на автодроме, бахнем, все рассыпется в щи, загрузим обратно, привезем сюда и вкатим нормальные мосты. Это все учитывается, вы не переживайте. Нам главное сейчас вот все это подсобрать салон и самое главное электрику. Мы, наверное, электрику вообще снимать не будем, потому что там просто каша из проводов, и это весь процесс, вот тестер, человек думает, компьютер, схемы, бумажки. И... Ты смеялся на месте компьютера или что? Думаешь, там нет компьютера? Или что он трассу в НФС сначала должен проехать, а потом собрать? Ну, возможно, будет и такое, я даже не буду его за это ругать. Фух, будет хорошо. Что-то мне уже смешно от того, что сейчас будет происходить. Короче, у меня это не всегда получалось даже на стоковом КамАЗе, потому что торсионы обычно просевшие, а подтягивать их всем немного лень. Но в данном случае они, конечно, подтянуты, но это будет эпический момент. Я наконец-то подниму кабину КамАЗа лично. Да, если стопор еще бы не забыл, было бы вообще замечательно. Все потому, что в этой кабине еще пока нету салона, кресел, торпеды и ничего остального обычно. И пару, если бы лежак был, еще и пару бы на лежаке. А так, собственно, пока там нет ничего, поэтому кабина и поднимается, ну, все равно как-то я... Бросай. Тихо, я его не брошу, потому что он хороший. Все нормально. Короче, как вы видите, мотор-то стоит идеально, по сути. Осталось чуть-чуть разобраться с патрубками, пару месяцев гуглежа, работы, и все будет прекрасно. Почему вы все говорили, что он не влезет? Я вообще не понимаю. Тихо. Вот так аккуратненько застегнул, и все. И вечером уже с бутылочкой тархуна будем раздавать по энергетиках. Все, огонь. Короче, вы говорили, что мотор не влезет. Все влезет. Ну, хотелось сказать идеально, но почти идеально. На самом деле, если мы откроем дверь... Погоди, давай залезу. Короче, это вроде как бы и мощный проект, но в нем есть элемент трэша. Потому что... Как-то так. То есть, вот это бардачок, а это двигатель. И как вы видите, все влезает действительно идеально. И даже есть еще третье место, на котором может сидеть, ну, ребенок. Детское кресло, точно. Мы почему-то об этом не думали.
Да, все немного плотненько. И этот радиатор, который вы видите, это интеркулер. Никаких жидкостных радиаторов здесь не останется. Они будут за спиной, потому что мы с ралли на ралли, собственно. Потому что все остальное сюда просто не влезает. И даже сам этот интеркулер пришлось порезать. И сейчас я еще сяду за водительское, и вы увидите, как я сейчас еще и поеду. Все будет идеально. Кресло водителя. Оно существует. Можно на него залезть. Чуть выше, чем было. Получилось, но руль-то можно тоже выше поставить. И педальки. Педальки все даже вот по эту сторону получились. То есть они немного, ну, ты как бы едешь вот так вот чуть-чуть, да? То есть, да, вот так вот. Но это все нормально. Немножечко еще поправить, чуть-чуть. И в принципе я даже сижу как человек. Я даже могу закрыть дверь. Условно, когда петля встанет. И ехать. И при этом... На секундочку, я сейчас сижу в кабине КамАЗа на 1000 сил. Кажется, у нас что-то получается. И несмотря на всю трэшовость и, казалось бы, абсурдность этого проекта, это можно сделать. И самое главное, помимо того, что это можно сделать, на этом можно хорошенько раздать. Про работу я вообще молчу. Какая работа, когда за спиной 3,5 косаря момента? Ну и вылезать, то есть это, скажем, прямо не для обжор, потому что... Тихо. Ну потому что кресло... Блять. Потому что кресло теперь стоит высоковато. Его можно было бы сидушку опустить ниже, но получается, что поршень уже будет стучаться не в клапан, а прямо в ощелло. Поэтому ниже его не опустить. Надо сделать рулевую колонку просто от нового КамАЗа, которая управляется по вылету. И все. И все. Не, я просто держусь так уверенно, честно говоря, но самому верится вообще, я как во сне просто. Этого не может быть, реально, но оно происходит. И это просто жесть. Радиаторы, они встанут вот здесь. Потому что, потому что все. Потому что там они уже точно не встанут. Соответственно, здесь будут радиаторы, вентиляторы, и все, там уже глушак, и поехали, кузов, щебень, все. Даже длина двигателя, вы посмотрите, он даже за кабину-то не торчит. То есть реально болт-он. Все, свап-кит для КамАЗа продам. Единичка, и он ваш. То, что не очень хорошо, но будет вполне работать и у нас. Поставим датчик температуры впускного воздуха и будем его контролировать вручную. Короче, это интеркулер. Он срезан, потому что в стоке этот интеркулер должен быть прямо вот туда вот, короче, до пола. Он немерено высоченный, но он как минимум вот такой. А здесь у нас уже силовая балка поперечная. Ее как бы вообще не вариант как-то резать и морочиться. А кулек должен был стать именно сюда. Поэтому кулек отпилен по низу, сделан просто поменьше и вставлен сюда. Чем это нам грозит? По идее, что у него будет худший коэффициент. Да? То есть он, по идее, будет не так хорошо охлаждать воздух, который будет поступать с турбины. Но поставим, опять же, датчик этого температуры впускного и будем смотреть, какая там температура, лезет она вверх или нет. Может быть, под нашей задачей даже и хватит. Если не хватит, ну, будем думать. Значит, что-то будет какой-то другой кулек делать. Может быть, потом. Ну, короче, это уже задача другая. Ну и, к примеру, чтобы правильно скомпоновать педальный узел, чтобы все это влезло, пришлось даже, как вы видите, часть кабины утапливать вниз. Причем это часть сборная, она и от Scania, и от КамАЗа, и от Scania там железо, и педальный узел, соответственно, со стороны. А кран сам, видите, тормозной остался от КамАЗа, как, собственно, и был. Ну, вроде как все вот складывается. Пш-пш. И скоро поедет.
Итак, радик на месте, фильтр на месте, у нас автомобиль скомпонован. То есть все это дальше будет примерно выглядеть уже как-то так же. Осталось все остальное, потому что осталось к радику хотя бы даже подключить еще тосольные трубки, их ничего нет. Нету еще топливной, нету еще толком выхлопа, потому что, ну, сам выхлоп висит, гофра от него вот, но это все еще нужно допиливать, еще куча работы. Однако, сейчас можно попытаться, поскольку все уже на своих местах, немного соединить электрику, что-то вот буквально базовое мы подкинули мозги, самое вот в нашем понимании, что должно ему помочь. В нем внутри еще какой-то остаток топлива, мы еще зальем, поставим стакан сверху, чтобы он что-то откуда там подсасывал. И можно попробовать его запустить вот так вот, скрестив пальцы, понять вообще, возможно это или нет, потому что, как вы видите, автомобиль опутан огромным количеством проводов, он весь в этих кишках висит, и если он сейчас запросит вот какой-то вот тот вот затрапезный третий, задний, правый датчик температуры отработанных газов, вот начнется реальный гемор. Нужно будет или что-то отшивать, или что-то делать, потому что, ну, как с X5M, когда мы в ZIL этот мотор пихали, там тоже весь пол был в этих проводах, и там мотор не хотел пускаться до последнего, пока вот он не увидел вспомогательный стоп-сигнал, который стоит на крышке багажника, все вставало в отказ. Здесь мы надеемся, что будет чуть проще, поэтому сейчас вот все, что осталось, это скрестить пальцы и попробовать его запустить. Так, тем временем, господа, самые торжественные, самые интересные события, наверное, со времен того, как эта машина сюда заехала, это запуск, потому что непонятно, запустится он или нет. Чтобы вы понимали, вот так это все выглядит в кабине. То есть пока что все исключительно до состояния типа, чтобы работало. Где-то у нас здесь вот есть педаль, вот ей можно даже погазовать, вот там третья педаль, вот она. И здесь у нас есть замок зажигания, смотрите, вот он. Все готовы? Да, вроде. Все, отлично, погнали. Зажигание зашло, приборка загорелась и пуск. Да, он работает. У нас пока, скорее всего, нету педали газа, но он работает. Капец. Прекрасно. Может, заведем или что? Это только холостые. Видишь, педаль газа не работает пока. А, Мне кажется, все удалось. Выезжаем. И кабина комфортная. Сейчас из этого самого, из кафе, из ближайшего украдем 2 пластиковых стула и все. Брам-брам, motherfucker. Огонь! Просто пушка. Просто пушка. Мне кажется, глушитель не нужен, что-то мне подсказывает. ну какой Да, а вдруг звук, он а? вообще... Да, Какой да. звук? И турбина не так сильно свистит, хотя нагрузки пока нет. А, Нет, но это в любом случае успех. То есть мы ожидали что будет у нас мы ожидали, 3-4 что он недели не поиска, влезет вообще. что не влезет, потом что 3 недели поиска будет электрики. А получилось... Получилось, что холостые у нас уже есть, значит, ехать можно. Почему Всё. холостые? А, у нас чтобы и подгазовывает, да. Если теперь у нас еще коробка не будет сходить с ума,
и не ограничивать мощность, но это уже нужен выезд. Все, Да, надо ехать. Надо ехать, да, все. Мы и в прошлой серии это говорили. Конечно. И И в в следующей следующей скажем. обязательно. Ехать всегда надо. Коммерческий транспорт, естественно, надо ехать. Что ж, получается, что у нас самый эпический момент, самый, который казался нам сложным, недостижимым, даже около невозможным, он наступил даже гораздо легче, чем мы думали. Потому что по опыту общения с предыдущими моими донорами, это вот X5, который я взяла, внедрял и так далее, электрика — это что-то невероятно сложное. Но в Русавто почему-то работают какие-то люди, которые, они очень сначала ворчат, что вот не получится, а потом приходят, и за 15 минут начинается настоящая магия. Это просто удивительно. Это вот тот случай, когда обратился прямо по месту, потому что то, что много и в комментариях писали невозможным, и то, что нам казалось здесь всем, ну как-то так, но мы виду не подаем, пацанам говорим, ставь, все влезет. Пацаны сами, по-моему, не веря, что происходит, берут, ставят и своими золотыми руками, у них это все реально получается. Это действительно очень круто, и у нас есть первый запуск. Это значит, что следующая серия будет состоять из того, что мы это все причешем, приведем в порядочек, и дальше уже выезд, на котором все, как пишут, отвалятся мосты, а значит, будет интересно. И мы вам гарантируем, что при моих талантах мосты ну точно отвалятся, ничего не пойдет хорошо. И это то, что надо. Соответственно, сегодня у нас прямо воодушевление. Мы сэкономили недели 3 точно, в моем понимании, если не больше. Просто вот за счет того, что нашлись эти светлые головы и золотые руки, которые все чувствуют, ага, вот это сюда, здесь коротнем, и все завелось. Но вот такое тоже бывает, даже если у вас такое количество еще всего лежит на полу. Спасибо вам всем огромное, что смотрели эту серию. Спасибо Русавто, прямо вот я считаю, ну это надо вот там вот сейчас вот F все в комментариях, потому что как это здесь делается, это что-то невероятное. То есть, ну я сам даже когда подъезжаю, думаю, ну сейчас мы во что-нибудь упремся. Но мы почему-то никогда ни во что не упрем. Это невероятно. Удачи вам всем и пока.